Недавняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Абу-Даби стала новой важной вехой в истории армяно-азербайджанских отношений. Впервые за многие годы стороны провели официальный диалог на высшем уровне без участия или посредничества России, что стало еще одним сигналом масштабных изменений в геополитическом ландшафте Южного Кавказа. Переговоры проходили при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов и затрагивали не только мирное соглашение, но и делимитацию границы, восстановление доверия и возможное открытие новых коммуникационных каналов между двумя странами. По заявлениям МИД обеих стран, встреча была конструктивной, а лидеры отметили прогресс в вопросах уточнения границ и договорились продолжить практическую работу в этом направлении. Подобные формулировки, как отмечают аналитики, говорят о желании сторон не только завершить процесс постконфликтного урегулирования, но и выстроить новые основы для будущего взаимного сосуществования. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня начинает обретать реальные черты, при этом в условиях отсутствия привычного влияния Москвы. Роль России в регионе, некогда доминирующая, стремительно снижается. Участие Кремля в военных действиях на территории Украины серьезно ограничило его возможности как посредника на постсоветском пространстве. Одновременно с этим обострились отношения Москвы с Ереваном, где растет недоверие к союзнику, который не смог обеспечить реальную поддержку во время кризисов. На этом фоне Армения начала поиск новых стратегических ориентиров, активизируя контакты с Европейским Союзом, США и отдельными странами региона. Азербайджан, в свою очередь, укрепляет связи с Турцией и странами Персидского залива. Возникает новый формат взаимодействия, где акцент делается не на исторических союзах, а на прагматизме, энергетике и транспортной логистике. Встреча в Абу-Даби произошла на фоне общего потепления между рядом стран региона, что делает актуальным обсуждение не только мирного соглашения, но и новых альянсов, направленных на обеспечение стабильности без участия третьих сторон, ранее считающихся незаменимыми. Заметной вехой стало и то, что ранее премьер-министр Армении провел отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Несмотря на сложное историческое наследие, диалог между двумя странами продолжает развиваться. Анкара заинтересована в стабилизации восточных регионов Турции, и в этом контексте открытие границы с Арменией приобретает особую экономическую и политическую значимость. Возобновление транспортных коридоров, развитие торговли и энергетическое взаимодействие с Арменией могут стать частью более широкой стратегии по интеграции Южного Кавказа в общерегиональные проекты. Российская сторона, осознавая потерю влияния, предпринимает усилия для восстановления позиций. В мае министр иностранных дел России посетил Ереван, пытаясь укрепить двусторонние отношения. Однако, по мнению наблюдателей, подобные визиты больше отражают обеспокоенность Москвы, чем ее реальную способность влиять на события. В публичном пространстве все чаще появляются сообщения, которые можно расценивать как элементы информационного давления. От слухов о наращивании российского военного присутствия в Гюмри до обвинений в создании в Армении неких американских биологических лабораторий. Официально Ереван опровергает эти утверждения, однако они продолжают циркулировать в СМИ и социальных сетях. На фоне геополитических изменений в стране обостряется внутренняя борьба. В июне были задержаны несколько человек, включая представителей духовенства и бизнес-элиты, по обвинению в попытке захвата власти. Правительство заявило, что предотвращен сговор, нацеленный на дестабилизацию государства. Аресты сопровождались громкими заявлениями о вмешательстве олигархических и внешне ориентированных сил, что указывает на наличие серьезной напряженности в политической жизни Армении. Параллельно с этим был задержан крупный предприниматель, связанный с энергетическим сектором, выразивший ранее поддержку церкви. Эти события рассматриваются в контексте продолжающейся борьбы между сторонниками светского государства и теми, кто ориентируется на консервативные, а подчас и пророссийские силы. Внутриполитическая обстановка в Армении остается чувствительной к внешним импульсам, особенно в свете предстоящих выборов. Опыт конфликта в Украине также сыграл ключевую роль в трансформации армянской внешней политики. Военные действия, развернутые Россией, продемонстрировали не только уязвимость страны,
претендующей на статус мировой державы, но и ограниченность ее возможностей в обеспечении безопасности своих союзников. В Ереване пришли к выводу, что прежняя модель опоры на Москву не оправдала себя, и курс был скорректирован в сторону Европы. Сближение с Европейским Союзом осуществляется поэтапно, без резких заявлений или решений. В начале 2025 года в парламент был внесен законопроект, запускающий процесс евроинтеграции. Такой подход позволяет не провоцировать резких реакций со стороны Москвы, но одновременно открывает новые перспективы для сотрудничества с Западом. Армения усиливает свое взаимодействие с европейскими структурами, включая наблюдательные миссии и программы по реформированию институтов управления. Внутри армянского общества растет запрос на независимую и сбалансированную внешнюю политику. Население все чаще выражает поддержку европейскому вектору развития, тогда как ностальгия по прошлому, связанная с союзом с Россией, постепенно уходит в прошлое. Особенно это ощущается на фоне ослабления российской мягкой силы и снижения авторитета российской модели управления. Армения, как отмечают аналитики, возвращает себе ощущение самостоятельности и делает выбор в пользу демократических институтов и верховенства права. На международном уровне Южный Кавказ становится все более важным с точки зрения глобальной геополитики. США рассматривают этот регион как стратегически важный коридор, как энергетический маршрут, буферную зону у границ Ирана и поле для сдерживания влияния Москвы. Американские эксперты отмечают, что нормализация армяно-азербайджанских отношений будет способствовать региональной стабильности, особенно если она будет сопровождаться уважением к гуманитарным аспектам и правам переселенцев. Некоторые инициативы, такие как швейцарская платформа, обсуждают возможность безопасного и поэтапного возвращения перемещенных лиц, что может стать основой для долгосрочного мира. Важно, чтобы любая договоренность между Баку и Ереваном учитывала не только стратегические и территориальные интересы, но и судьбы десятков тысяч людей, покинувших свои дома. Пренебрежение этими вопросами создаст риски для устойчивости будущих соглашений. Одновременно существует опасение, что Россия, утратив прямой контроль над регионами Южного Кавказа, попытается использовать дестабилизационные методы. Опыт Украины и Молдовы показывает, что такие действия могут включать как информационную агрессию, так и поддержку радикальных политических сил, в том числе через религиозные структуры. Однако, как отмечают аналитики, ресурсы Москвы ограничены, и на данном этапе она не способна реализовать масштабную политику вмешательства. В ближайшее время ключевым вызовом для всего региона станет способность противостоять попыткам внешнего вмешательства и одновременно сохранять внутреннюю устойчивость. С приближением выборов в Армении, а также возможных изменений в руководстве России, Южный Кавказ может вновь оказаться в центре глобального внимания. В этих условиях важно укрепить международные гарантии безопасности, развивать экономические связи и продолжать процесс нормализации, несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы. Армения и Азербайджан, пройдя через десятилетия конфликта, сегодня имеют шанс не только прекратить вражду, но и стать примером успешного преодоления постсоветских противоречий. Этот путь сложен, но реален, при условии, что будет сохранен баланс между исторической памятью, текущими реалиями и стремлением к будущему миру. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости со всего мира и Закавказья в высококачественной аналитической подаче от RegNews.